Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Таро расклад. Что случится, что произойдет, события и неожиданности, внезапности в ближайшее время. Давайте с вами узнаем. И обычно наши расклады, они идут по декадам, но вот мы сегодня рассмотрим те вопросы, которые не вписываются в рамки времени. И что произойдет в апреле, конечно, это главный вопрос. Или, может быть, это с учетом планетарных транзитов конец марта, мои дорогие. Причины и следствия. Вот этот принцип работает как никогда этой весной. Поэтому давайте с вами узнаем. Сделаем с вами такой прогноз без границ, расклад без временных рамок. И достанем с вами 6 карт. А вы подумайте о тех важных вопросах, которые для вас сейчас наиболее актуальны. Не спешите. Позвольте себе услышать подсказки карт, вот что нужно вам сейчас знать. Ну и, конечно, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла тоже. И первая карта – что внезапно, что вас удивит. А вторая – с чем, с кем будут эти внезапности, неожиданности связаны. И третья – к чему приготовиться, к чему все идет, вообще что будет или вас ждет. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие львы? Апрель месяц, может где-то конец марта. А что будет дальше? Вот именно события апреля, события отдаленного такого будущего. И достанем с вами карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, что же там для львов внезапно, неожиданно вас удивит? Шикарно. Когда я вижу эту карту, хочется сказать, ну, можно успокоиться, можно даже дальше расклад не смотреть. Это, знаете, как вот благополучие в целом. Потому что четверка жезлов, иногда это карта дома. Ну, может быть, конечно, мы все разные, я это допускаю. Мы обязательно все откроем, все карты. Потому что я так сказала. Но в целом, вот, наверное, что вас удивит? Вот здорово, чтобы вас, в частности, удивляло почаще вот именно благополучие, спокойствие в доме. Или когда вы можете дома делать ремонт, обустраивать что-то, наводить порядок, избавляться от лишнего. Знаете, как когда мы избавляемся от мусора, ну не только буквального или каких-то лишних вещей, мы меняем пространство, а в последующем пространство меняет нас самих. Для кого-то из вас это взаимоотношения с домочадцами. Может быть, это в центре ваших интересов. Именно сейчас вопросы семьи. Для тех, кто в ссоре, можно помириться, мои дорогие. Вообще тут взаимопонимание идет по этой карте. Ну и вместе с тем четверка жезлов. Все-таки жезлы, дела, работы, бизнес. Поэтому я не исключаю. Дела с документами, вопросы, которые решатся положительно. Может быть, это по работе. Перезаключение каких-то контрактов. Почему говорю Ну, у нас период планетарно таков. А может быть, если вы устраиваетесь на работу, здесь тоже для вас добрая энергия. Знаете, как зеленый свет. Что вас еще удивит? Вы знаете, как-то вы будете очень осторожно действовать. Может быть, предыдущие ситуации так складывали палитру событий, что теперь нужно действовать так, вот знаете, с умом. Осторожничать вы будете, мои дорогие. Но вместе с тем вы какую-то историю, ну не то что прояснить, она скорее по девятке жезлов для вас абсолютно ясна. Но вы понимаете, что вам действовать нужно как-то по-другому. Да, точно, потому что много людей. Вот смотрите, дела какие-то. Может быть, вы уже предпринимали какие-то попытки с кем-то договориться или решить тот или иной вопрос. А он как на стопоре стоит. И невозможно тут, ну, может быть, человек такой, да, и вы не можете это исправить. Мы ведь не можем исправить именно обстоятельства, ну, какие-то, которые внешние, я имею в виду, от нас независящие, или люди. Но всегда по семерке жезлов это на нас воздействует. Воздействует кто-то. И карта говорит, ты тут не вступай, как и в какие-то прения, так и не торопись в чем-то участвовать, самое главное. Нам именно нужно держать марку, но в каком-то нейтралитете. Больше не участия, мои дорогие. Может быть, не тратить деньги, мои дорогие львы. По девятке пентаклей будет желание, кстати, с учетом вот этих карт, а тут очень благополучная, как я говорила, четверка жезлов. Будет желание, может быть, что-то прикупить, или вам может кто-то что-то предлагать. Не торопитесь соглашаться.
Всегда, когда девятка пентаклей, это одна из лучших карт именно на деньги в колоде. Поэтому тут может быть у кого-то из вас как бонусы или получение, ну, может быть, каких-то выплат, но не та сумма, на которую вы рассчитывали, а несколько больше. Или когда, может быть, ваш гонорар прежде задержался, а здесь вы эти деньги тоже получаете. Но девятка, мы говорим по нумерологии, и это всегда как перемены, преддверие перемен. Что-то будет меняться, деньги могут понадобиться, мои дорогие. А у вас две девятки. Тут какие-то очень осторожные действия, аккуратные. Аккуратные, ну, может быть, в плане взаимодействия с кем-то. Потому что нам тут надо и как и не вляпаться в какие-то дела, которые отнимут много времени, энергии, сил, или в какие-то споры, так и буквально, может быть, какие-то предложения, именно как инвестиции, может быть, да, так вот тоже придется так анализировать, нужно мне это или нет. С чем или с кем связаны эти внезапности и неожиданности? Может быть, у кого-то с детьми взрослыми, например. По пажам идут именно дети, ну или подросшими, да, у кого как. Но все-таки пажи – это вестники. Так с кем или с чем связаны эти неожиданности? У кого-то была ссора, правда, а здесь наступит. Но я не могу сказать, что примирение, я должна сказать. Но, может быть, вот нейтральную позицию где-то вы занимаете. Я не исключаю, что занимает и человек. Как будто нет смысла в ссоре. Ведь тройка мечей – это всегда карта уже теперь здорового равнодушия. Это какой-то минус, причем такой весьма существенный и эмоциональный. Он случился прежде. Это не новая явная история. Но, может быть, человек вас удивит, который прежде вас расстроил. Может быть, вас удивит какой-то, ну, сотрудник на работе. Возможно, на работе был с кем-то конфликт. Здесь можно, как знаете, на новом дыхании завершить какой-то конфликт, правда? И я должна сказать, с учетом первой карты, ну, наверное, взаимосвязь ведь есть, правда, между всеми картами, которые мы с вами достали. Может быть, и оппонент, как скажем, ваш. Потому что, ну, все-таки карты такие, которые указывают, что или стычка какая-то могла быть, или правда конфликт какой-то мог быть. Человек уже понимает, нецелесообразно выяснять отношения. Да и вам уже здоровое равнодушие, как будто да начихать на этот конфликт. Не имеет смысла. С кем или с чем будут связаны? Да, точно, мои дорогие. Здесь вы можете решить даже, пусть не было конфликта, а была какая-то, знаете, история, которая с натянутыми отношениями. Или когда что-то было не решено по финансам. Может быть, буквально финансовые документы, или вам нужны какие-то платежи. И каким-то образом, с одной стороны, на ваше настроение это может влиять, да, когда мы вынуждены, может быть, какие-то проплаты, а вот именно наши деньги или задерживаются, или у нас полной суммы не хватает. Но, тем не менее, посмотрите, здесь какое-то мудрое, важное решение будет принято. Много именно таких карт, я бы сказала, которые говорят именно о деловой сфере и финансовой. Поэтому даже если это касается личной жизни, ну, значит, тут либо договоренности, либо, может быть, да, именно денежная какая-то проблема или вопрос. Так к чему же все идет? К солнцу, мои дорогие. Замечательно. Но, вы знаете, мудрость и ясность, конечно, идет по этой карте, особенно ясность. Поэтому вы видите как-то отстраненно проблему, потому что здоровое равнодушие. Это мы уже понимаем, как нам нужно действовать. Вот правда, осторожничать, я говорила. Потому что уже как какая-то стратегия вам ясна. Или тактика, скорее. Если буду действовать так же, ну, ничего хорошего не получится. Пойдем в обход, например. Или несколько нейтрализуем что-то, а дальше будет видно. Но вы остаетесь довольны. У вас, может быть, даже карты говорят, как я сказала уже, и люди настроены с вами, как на мировую. Может быть, это ваша значимость, мои дорогие. Так вот, люди видят вас, вашу ресурсность, ваши возможности. Может быть, и поэтому не хотят с вами ссориться. Вот, кстати, но вы-то все-таки какую-то свою преамбулу собственных принципов, при том, при всем, что вы будете дипломатом. Вы как будто внутренне вот настроены именно на эту дипломатию, возможно, из-за сложившихся условий. Но это вам приносит совершенно кардинально другие бонусы. Карта выбора правильного направления. И, скорее всего,
я могу так допустить. Вот те люди, которые у вас, возможно, на конец марта, знаете, как в центре вашего внимания или в решении каких-то вопросов. Шаг за шагом это будет история проясняться. Но какое-то время у вас еще с ними взаимодействие будет. Для кого-то из вас по аркану Солнца могут решаться очень благополучно вопросы ваших достижений. С чем это связано больше? Вот документы у кого-то я не исключаю, кстати. Иногда по рыцарю мечей я говорю, особенно для тех, кто, к примеру, мы ведь спрашиваем, к чему все идет, к чему приготовиться, да? Так вот, приготовиться, если вы руководитель или вы ответственное лицо, может быть, за какой-то сегмент или за какой-то пусть маленький коллектив, проверяющие иногда проходят. Но рядом аркан Солнца. Здесь будет важно вообще, в принципе, быть дипломатом в апреле месяце, потому что, как неожиданные новости, может быть, вам придется держать марку, буквально сиять. То есть где-то в коллективе выдерживать, даже если в коллективе, кстати, напряженность, да, на работе, тут тоже нужно, ну, несколько отстраненное положение занимать, потому что вам нельзя, ну, как примыкать ни к одной конфронтации, ни ко второй, а вот именно в нейтралитете. У вас больше выгоды буквально получается. Но если закончу мысль, если действительно у кого-то проиграется, вот как этот проверяющий или какой-то бунтарь без причины, то вы как-то красиво можете себя проявить и заслужите, к примеру, в коллективе уважение. Хотя я не исключаю вас, как могут на какие-то сложные вопросы больше словно и бросать. Вот именно, может быть, даже та работа, которой вы не должны заниматься. Но вас видят лидера, и поэтому вам могут доверять именно такого рода вопросы, чтобы вы как-то там красивые, может быть, узоры из каких-то несложимых пазлов собрали или умели договориться. Вот ваша дипломатия творит чудеса и для вас, но это как ваша сила, если вы хотите. Ладно, как изменится ваша жизнь? Конечно, эта карта больше про деньги. Поэтому для кого-то получение, я не исключаю, получение должности, получение каких-то финансовых возможностей. Карта сама по себе говорит о том, что я ее иногда называю картой эгоиста, как изменится ваша жизнь. Вы свои приоритеты ставите на первое место. Но явно вы, вот смотрите, мне хочется сказать, что был или была какая-то не совсем приятная история, может быть, с конкретным человеком. У кого-то это дома будет касаться, у кого-то на работе, у кого-то, может быть, и там, и там. Всяко бывает. И по королеве мечей, как изменится ваша жизнь. Вы как себе, знаете, как обещание, обет даете, больше в чем-то не участвовать. Вы будете стремиться свести к нулю все преграды и то, что вас или мучает, или то, что вам мешает. Это факт. Вам придется, как изменится ваша жизнь. Ваша жизнь будет наполнена большим объемом информации. Приготовьтесь к тому, что много людей будет вокруг вас и много сбивчивой информации. Поэтому где-то как тень на плетень могут наводить. Вот я то, что говорила. Вас где-то ваше качество такое, как работоспособность, ваша представительность, все-таки аркан Солнца. Тут кому-то из вас могут поручить решение сложного вопроса. Для вас нет ничего невозможного, мои дорогие львы. Солнце и посмотрите аркан Мир. Даже несмотря, невзирая, да, вот этот бунтарь без причины. Ну, это я так называю в одной из колод. Рыцарь мечей именно так и прописан. И мне нравится эта формулировка. Так вот, даже если люди сложные, вы все равно умеете договориться. Причем не в ущерб себе. Причем не тогда, когда вы львиную часть работы или каких-то задач именно на себя берете. Нет, вы именно как-то правильно распределите. И мир, конечно, но я в целом надеюсь, что у нас в феврале будет больше предпосылок. Я знаю, меня смотрят люди из разных стран. Увы, где-то идет война, где-то, может быть, как таковой войны, военных именно действий нет, но неспокойно. Когда на улицу страшно выйти, может быть и так. Увы, я это знаю. И поэтому вот тут как-то равновесие, хочется сказать. Мир именно наступает. Но для вас это ваше время. Это ваши таланты могут раскрыться именно в каких-то сложных ситуациях. И, может быть, конец марта, я, к примеру, да, это была какая-то прелюдия. Или, может быть, сам март месяц. А вот то, что последует,
Ну, как на прочность судьба вас будет испытывать. И при этом, знаете, это как жизненный экзамен. Вы проходите, и перед вами судьба открывает еще какие-то перспективы. Это вот этот жизненный экзамен, когда мы прошли и сдали, и мы как идем совершенно в новый жизненный этап с новыми возможностями. По этой карте нет ничего невозможного. И хочешь власти – пожалуйста. Хочешь популярности – пожалуйста. Денег, золотой телец – пожалуйста. Хочешь, может быть, как-то в информационном пространстве, но, может быть, у вас работа именно с информацией связана, то тогда вы найдете недостающие элементы или нужную информацию. Хочешь любви, тоже нет ничего невозможного. Замечательно, мои дорогие. Отдаленные события, отдаленного времени. Что будет дальше в апреле? Ну, будет в апреле у вас вот тут такая какая-то, ну, может быть, заваруха у вас, или это где-то март так заканчивается. Может, берем именно без границ временных рамок. Но тут уже конкретно на апрель, значит, даже после каких-то турбуленций у вас будет период, когда и отдохнуть вы сможете, и мысли буквально в порядок привести. Что будет дальше? Но все-таки какой-то либо вопрос, может быть, и правда у кого-то это будет связано с важным решением, когда вам нужно его принять окончательно. Для кого-то из вас это будет связано даже с карьерой. Это словно есть возможность построить карьеру, да, но, к примеру, график жизни меняется. График, в принципе, работа и дом. Может быть, для кого-то это актуально. Или режим труда и отдыха. У кого-то из вас может быть предложение съездить в командировку. Я такого тоже не исключаю. Здесь вы будете решать вот что-то в апреле. Такое серьезное, более глобальное на долгий период времени. Вот нулевой аркан как раз об этом говорит. Потому что это как новый жизненный этап. Но обратите внимание, у нас тут это колода Чиро Маркетти. У нас нулевой аркан. Ну, едва ли не более такой мощный, чем маг. Он жонглирует всем зодиаком. Вот это все то, что я говорила. То есть, ну, где-то обходя острые углы и выстраивая правильно общение, вы для себя вот как раз и строите вот это будущее. Шикарно. У кого-то могут быть новые отношения даже. Что будет в апреле, я не исключаю. Может быть, это у вас такое, у кого-то будет то лицо, скажем так, в целом, тот человек, на которого вы можете опереться. Для кого-то из вас это вы сами, как император, новая организация жизни. Ведь это сама по себе как организация идет, потому что император – символ власти. Но это и мы, да, вот как будто обустраиваем свою жизнь. А если графики какие-то на работе меняются, значит, мы себя тоже на это организовываем. Организовываем свой быт. Вот вы улучшаете свою жизнь. Но для кого-то ведь это статусная карта с учетом Солнца и мира. Ну, тут можно построить головокружительную карьеру, по крайней мере, в сложных именно снова нам выпадают карты и показывают, что через какие-то, ну, шероховатости как минимум, или то, что поначалу вы не согласны, или то, что поначалу выглядит криво, или то, что наоборот вас напрягает. Вот, видимо, в этот момент раскрываются все ваши лучшие качества. По крайней мере, вас замечают, мои дорогие львы. Самое время аккуратных таких, элегантных действий, но и, может быть, не упустить какую-то возможность в апреле. Аркан Император. Хотя для кого-то будет, знаете, связано с тем, что кто-то надумает, ну, может быть, поехать куда-то или какое-то путешествие. Мы можем оформлять документы, к примеру, визу. Или вы надумаете переехать. Вы можете тоже искать информацию и продумывать, что мне для этого нужно сделать. Вот действительно, как-то по-новому пытаетесь организовать свою жизнь. Карта совет для львов. Но вы останетесь довольны, мне нечего добавить. Но будьте прозорливы. Вот в центре, как бы, да, на что мы обращаем внимание, Чиро Маркетти, глаз. Это лучезарная дельта. Умение видеть не только как бы в моменте здесь и сейчас, а предполагать, как слово наше отзовется, во что выльется та или иная ситуация. Но сама по себе карта говорит, лев, к тебе придут возможности. Причем золотые рыбы. Рыба – это, знаете, как символ путешествий, поездок, перемещений. Вот я могу предположить,
Пусть как минимум в апреле в какой-то период, это как время X наступает, и вас это где-то может даже, ну, знаете, как эмоционально захватывать, вам это будет нравиться, как будто больше драйва вот этого жизненного. Ну, а кто-то напрямую задумается вот об этом самом переезде или какой-то важной поездке, или, может быть, эта работа связана на удаление, или как из любой точки мира, может быть и так. Но и еще и рыба, это у нас богатый улов, и это про деньги, но мы уже сказали. Просто вот эти все свои ресурсы в апреле месяце, ну где-то и в конце мая, если вы смотрите это видео, вам нужно воспользоваться этим шансом, безусловно, и на более такой продолжительный период что-то сохранить, мудро подойти к решению некоторых вопросов. А для кого-то из вас мудро подойти к решению, может быть, и личных вопросов. Император, Солнце, карта Мир и туз кубков. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.